Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам очередное пополнение своей коллекции фильмов на физических носителях, на Blu-ray, на DVD и на 4К. В сегодняшнем видео будет много изданий, и начать я хочу, как обычно, с иностранных. Их в сегодняшнем видео будет два, и первое это фильм в формате 4К «Дюна» режиссера Дениса Вильнева. Это его экранизация, которая вышла в 2021 году, на которую я ходил в кинотеатре, поэтому у меня остался такой вот флаер данным фильмом, который я вложил в данное издание. И также идет такой в данном издании, там сзади код, который уже просрочен. И здесь видим два диска. Это у нас 4К и Blu-ray. Данный фильм с русским не выходил нигде. Но я данный фильм хотел себе в коллекцию и выиграл на аукционе. Чему очень рад. Это американское издание. Также помимо флайера и издания этого, у меня также есть такая вот книжка с кинообложкой, как раз приуроченная к выходу данной экранизации первой части. Такое вот издание. Здесь достаточно толстая, большая книжка. И 3 части ее, этого произведения. Такое вот пополнение коллекции. Фильм Дениса Вильнева «Дюна». Идем далее. И второе иностранное издание в коллекции. Это фильм «Не спящие в Сиэтле» с Томом Хэнксом и Мэг Райан. Данное кино у нас сняла Нора Эфрон, известный режиссер, которая уже умерла. И как мы можем видеть по данному значку, это у нас немецкое издание. Фильм «Не спящий в Сиэтле» с Томом Хэнксом и Мэг Райан. Я также выиграл вместе с Дюной на аукционе. Это было последнее издание иностранное. Дальше пойдут российские издания. И первые 3 из серии «Проверено временем» у меня появились еще в коллекции. Первое это фильм Квентина Тарантино «Джеки Браун». Это у нас фильм 1997 года. Один из наименее известных фильмов Квентина Тарантино, в котором снялись Роберт Форстер, Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон, Пэм Гриер, Роберт Де Ниро и Бриджит Фонда. Этого фильма не хватало в коллекцию. Еще осталось найти «Джанго освобожденный» на Blu-ray, и будет отдельное видео по коллекции с Квентином Тарантиной. Такой вот фильм. Далее, из этой же серии «Проверено временем», двойное издание «Очень страшное кино 1» и «Очень страшное кино 2». 2 части. Идут на одном диске. У них в этой серии выходило 2 таких издания. Это вот «Очень страшное кино» и «Дети шпионов». Оба издания теперь у меня есть в коллекции. А это у нас известная пародия на фильмы ужасов и не только. Самое известное это, пожалуй, первая часть «Очень страшное кино», которая является толстой пародией на фильм «Крик» в основном. Ну и вторая часть тоже неплохая. Такое вот издание. И, наконец, третье издание, которое обошло дешевле всего из 3 из данной серии. Это фильм «Шулера». Картина, в которой снялись Мэтт Дэймон и Эдвард Нортон. И некоторые другие актеры известные. Тоже появилось данное издание в коллекции.
Переходим далее. Далее будут 3 советских фильма. И первый фильм это «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Это у нас картина режиссера Элема Климова. Его дебютный фильм, и не просто дебютный фильм, это его дипломная работа данного режиссера. И такая хорошая дипломная работа оказалась у него, что она вошла в классику советского кинематографа. Достаточно известная картина, многие из фраз из фильма вошли в народ. И наконец-то появился данный фильм на Blu-ray у меня в коллекции. Далее. Советская экранизация повести Артура Конан Дойля «Собака Баскервилей» из серии про приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Известное кино. Единственное, которое выходило на Литье из серии фильмов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона советских. В главных ролях здесь у нас снялись Василий Ливанов и Виталий Соломин. «Собака Баскервилей». Наконец, третья картина советская в сегодняшнем пополнении. Это у нас фильм «Покровские ворота». Фильм Михаила Казакова. Тоже достаточно известная картина, которая входит в классику советского кинематографа. И далее переходим к отдельным изданиям, которые не входили в серии. И первый это у нас фильм Мартина Скорсезе «Авиатор» с Леонардо Ди Каприо. Известный фильм. Второй фильм Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли. До этого у меня данная картина была на DVD. Но хотелось собрать все фильмы, доступные Мартина Скорсезе, также на Blu-ray. И поэтому это последняя картина, которой не хватало для полной коллекции фильмов Мартина Скорсезе, которые выходили с русским на Blu-ray. Такое вот кино. Фильм «Авиатор». Далее. Фильм режиссера Джона Карпентера с Куртом Расселом в главной роли. Картина «Большой переполох в маленьком Китае». Это у нас фантастический экшен приключенческий. Открываем. Здесь у нас присутствует в данном издании внутренний арт. И единственное Blu-ray издание в сегодняшнем пополнении с внутренним артом. Здесь видим персонажей данного фильма. Такое вот кино. «Большой переполох в маленьком Китае». Идем далее. И следующий фильм. Это фильм из серии Grindhouse, который был снят на основе фейкового трейлера из Grindhouse. Такое вот издание появилось в коллекции. Теперь из тех 5 фильмов, которые с русским выходили в серии Grindhouse, есть в коллекции все. То есть вот у нас «Планета страха», «Доказательство смерти» и 2 части «Мачете». Фильм «Бомж с дробовиком». Идем далее. И следующая картина это у нас комедия «Однажды в Ирландии», который снял брат Мартина Макдона, Джон Майкл Макдона. Такое вот издание. И здесь у нас снялись Марк Стронг, Дон Чидл и Брэндон Глисон. Здесь у нас в качестве русской дорожки перевод Гоблина одноголосый. Такая вот картина. Идем далее. И следующий фильм это у нас фильм, рассказывающий про группу. Это у нас фильм «Голос улиц». Самая опасная группа в мире.
рассказывает про группу NWA, из которой вышли такие исполнители, как Доктор Dre, Eazy-E, Ice Cube, MS-Ren и DJ Yella. Такое вот издание. Далее экранизация видеоигры Tomb Raider, Лара Крофт. Это у нас перезапуск, в котором снялась актриса Алисия Викандер. Экранизация Лары Крофт с Анджелиной Джоли. Первая часть также у меня есть в коллекции. А это другая экранизация с другой актрисой. Наконец появилось данное издание. И, наконец, последний фильм на Blu-ray, срочное пополнение коллекции. Это фильм от режиссера картины «Ворон» и «Я робот». Фильм «Боги Египта». Последняя картина данного режиссера. И, как ясно из названия, здесь у нас рассказывается про египетских богов. Такое вот издание. Идем далее. И у нас осталось еще 6 DVD изданий. И первое, это у нас «В погоне за Эми». Фильм Кевина Смита из его киновселенной. Поэтому здесь у нас присутствуют, помимо других персонажей, которые из фильма в фильм у него есть, также присутствует Джей и Молчаливый Боб. И в этом фильме, кстати, самая длинная речь персонажа Молчаливого Боба в исполнении самого режиссера Кевина Смита. Фильм «В погоне за Эмми». Далее 2 фильма Стэнли Кубрика, которых не хватало в коллекции. Первое, это у нас экранизация Владимира Набокова «Лолита». Сам Набоков, кстати, принимал участие в создании данного фильма как сценарист, поэтому номинировался на премию «Оскар» Владимир Набоков за данную картину. И второй фильм, которого не хватало, это картина Барри Линдон, также у нас Стэнли Кубрик. Это у нас историческое кино, в котором свет был естественным. И данная картина номинировалась на 4 награды «Оскар». Такое вот пополнение коллекции. Далее фильм Питера Уира с Робином Уильямсом в главной роли. Один из известных фильмов с Робином Уильямсом. Фильм «Общество мертвых поэтов». Выходил он у нас на DVD. И наконец-то появился у меня в коллекции. Далее. Еще один фильм с Робином Уильямсом. Но на этот раз уже Кристофера Нолана. Это второй фильм Кристофера Нолана. «Бессонница» или по-английски «Инсомния». Помимо Робина Уильямса в роли злодея, который здесь играл роль злодея, в данном фильме также у нас снялись Аль Пачино и Хилари Свонг. Такое вот издание в стекле. Здесь у нас присутствует картинка внутри. Здесь у нас тоже изображение из данной картины. Такое вот издание. И еще одно издание на DVD в стекле. Это фильм и последнее издание на сегодня. Это фильм «Небесный капитан и мир будущего». Это у нас одна из самых первых картин, в которой все декорации были нарисованы на компьютере, а актеры снимались на зеленом синем фоне. А всю остальную работу с декорацией делались уже потом на компьютере.
присутствуют изображения из данной картины. Данное издание я решил взять, потому что смотрел данный кинофильм в год его выхода в кинотеатре. Такие я фильмы собираю, которые я смотрел в кино и которые мне понравились. Поэтому данный фильм появился у меня в коллекции. Здесь у нас снялись Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. И это был последний фильм, который я хотел вам сегодня показать. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. А на этом все. Пока.